Здравствуйте, дорогие друзья, мои любимые подписчики и гости канала. В прошлом видео я шила заготовку в технике пицца. Я ссылочку оставлю в описании для тех, кто не посмотрел. И я вот достала все обрезки джинсов, которые у меня есть. У меня уже в основном только верхние части. Ну, потому что штанины-то гораздо проще, легче использовать. А вот верхние части я хочу тоже попробовать использовать. У меня здесь у джинсов очень потрепанный кармашек, но эти сами джинсы были такие. У них все очень потрепанное, очень такое, ну, мода такая сейчас. Но я хочу закрыть эту потертость. Сделала в косую бейку маленький кусочек, и сейчас ее буду пришивать. У меня здесь по краям отпорота, чтобы удобнее было пришивать. И я буду пришивать. Косая бейка — это когда по косой кусочек ткани режется под углом 45 градусов к плетению нитей. Ну и, соответственно, он хорошо тянется, и можно его хорошо, удобно пришивать на закругленные части, детали. Вот пришила уже и хочу маленький кусочек. Здесь почему я решила использовать именно вот этот кусок? Здесь большой карман. И я думаю, что он мне пригодится. И я не хочу его обрезать. И стараюсь так, чтобы он действующим карманом остался. Пришила еще кусочек более темных джинсов. И видите, у меня здесь немножечко такой вот... Если делать припуск вот до кнопки, то к этому краю, к правому, припуск на нет сходит. И чтобы у меня все-таки была ровная заготовка, я хочу этот добавить немножечко, маленький кусочек. Мне как раз пригодился вот этот обрезочек, который я только что с темного кусочка срезала лишний. И все, у меня теперь все ровно, красиво, хорошо. Осталось, ну вот, чуть-чуть нехорошо. Ну, а теперь опять хорошо. Девочки, я же распарывала джинсы и отпорола кучу вот этих этикеток, и я хочу ими украсить вот этот мой кусочек, мою заготовку будущую. Пришила, и теперь, наконец, мы переходим к моей пицце, которую делала в прошлый раз. Я старалась так, чтобы у меня кусочек мой, вот эта заготовка получилась по высоте такая же, там 30 сантиметров, как и у пиццы. Ну и вот я отрезаю. Здесь у меня 17,5 сантиметров ширина этого кусочка пиццы. И пришиваю к краешку своей заготовки джинсовой. Хочу прострочить еще вот здесь вот сверху, для того, чтобы получше держалась, потому что разные толщины заготовки. И чтобы лежала нормально. Вот здесь вот не получилось прострочить нормально сверху, потому что очень большое утолщение. Вот я прострочила вот здесь вот до кармана и от кармана. Там, где самое толстое, пусть будет не прострочено. Вот дальше я буду делать еще один кусок. Здесь уже пришлось штанину брать. Прежде чем пришивать его, я скалываю, потому что там уже длина около 45 сантиметров. И где длинные детали, лучше сколоть. Аккуратнее получится, ничего не съедет. Вот. Ширина этой полоски у меня 15 сантиметров. Вот я прям линейку приложила. Так как у меня тут пицца, и она с органзой, то для того, чтобы шов разгладить, я ткань подкладываю, чтобы не сжечь эту органзу, не сплавить. Выкроила кусочек еще и укрепила его этим флизелином, потому что эти джинсы немножко стрейч. Я и ту противоположную сторону, где 15 сантиметров шириной полоска, тоже зафлизелиню, потому что немножечко тянется при шитье. Вот эта полоска мне нужна, потому что это будет сумка, и чтобы сверху вот это утолщение мне не попало. Для удобства работы. В результате получилась вот такая заготовка 50 на 48 сантиметров. И точно такая же задняя часть сумки. Не точно такая же, а по размерам точно такая же. Я хочу сделать ручки. Я распорола пояс от джинсов. Там, где была петелька, срезала. И вот заверну просто, да, когда буду пришивать. Ту часть, которую я буду пришивать к сумке, оставлю ровной, а вот саму ручку я заверну вот так вот вдвое и застрочу. И получится плотненькая, хорошая ручка. Вот эту часть, которую я оставляю ровной, я 7 сантиметров в длину отмерила. Я думаю, что этого будет достаточно мне. Ну и зашиваю. Так как пояс уже распоротый, да, и получается не так много слоев ткани, то хорошо машинка шьет
без проблем. Я ручки делаю длинные, хотя изначально я планировала, что это будет хозяйственная у меня сумка, вот на дачу ездить. Но она такая симпатичная уже получается, что я решила на всякий случай сделаю длинные ручки. Если все-таки мне надо будет короткие, то я не вот эту часть буду распарывать, а наверху ручку распарю, отрежу сколько мне надо и опять зашью. Вот в этом месте, видите, у меня на карман пришлось, на такой шов очень твердый. Поэтому я вот здесь зашила, а вот здесь вот не зашивала, только пуговичками закрепила. Основная вот как бы строчка вот здесь вот держит, которая ручку. С противоположной стороны такой проблемы не было, поэтому я вот просто пристрочила, как обычно это делается. После того, как я к обеим частям ручки пришила, складываю их лицом к лицу и буду сшивать по периметру, кроме верхней стороны. То есть вот правая сторона, низ, дно, где будет, и левая сторона. Вот все прошила. Теперь складываю так, чтобы нижний и боковой шов совпадали. Проверяю, что они совпадают. Скалываю булавочкой. Я буду достаточно широкое дно делать. У меня оно будет 12 сантиметров, потому что сумка большая, ну, вместительная я хочу, чтобы она была. Скалываю вот так вот булавочками и прокладываю строчку. И с другой стороны, соответственно, также. Обрезаю уголочки лишние, достаточно большие я припуски делаю по сантиметру примерно. Давайте вывернем, посмотрим, что получилось. Получились очень аккуратненькие уголочки. Ну, как обычно, мы шьем дно, без затей. Точно так же, с такими же размерами сделала подкладку, все зашила. Единственное, на дне оставила отверстие для выворачивания. Вкладываю свою лицевую часть сумки лицом к лицу с лицевой частью изнанки. Совмещаю боковые швы с одной стороны, точно так же с другой стороны скалываю. Ну и по периметру несколько прихваточек делаю булавками для того, чтобы все у меня хорошо держалось. И прошиваю по окружности. После того, как прошила, уже можно выворачивать. И мне нужно зашить вот это отверстие, через которое я выворачивала всю сумку. Зашиваю сверху прямо прямой строчкой. Вот так вот зашила, вкладываю подкладку в сумку. И я после этого отгладила утюгом вот этот край так, чтобы подкладка у меня не выступала поверх джинсовой части. И опять прострачиваю по окружности. Смотрите, какая получилась просто классная штука. Мне очень нравится. Вот и пицца это очень нарядно выглядит. Особенно за счет того, что вот сверху органза, и она так вот поблескивает немножечко. Я не знаю, видно это или нет, но и при дневном свете, и при электрическом она очень симпатично смотрится. Здесь кусочек тоже. Кармашек маленький, конфетку положить туда или жвачку, упаковку. Здесь побольше кармашек. Вот эта задняя сторона. Мне кажется, она как передняя тоже может быть. Какой бы стороной я ни взяла сумку, она будет симпатичная. Ее можно надеть на плечо, потому что ручки длинные. И я даже подумываю, чтобы сверху вот здесь вот вшить молнию красную тракторную, чтобы она закрывалась. Мне очень нравится то, что получилось. Если вам тоже нравится, ставьте лайк, пишите комментарии. Конечно же, подписывайтесь на мой канал, если вы еще до сих пор не подписались. И большое спасибо всем, кто досмотрел до конца.